Всем привет! Судя по политике АвтоВАЗа в последние годы, кажется, что компания целенаправленно стремится сделать автомобили недоступными для большинства автолюбителей. Причем не только свои, но и иномарки. Иначе как объяснить регулярное и значительное повышение цен на «Лады», а также инициативы АвтоВАЗа по увеличению ставки утилизационного сбора, что ведет к удорожанию иномарок? Этот год не стал исключением. В первые месяцы АвтоВАЗ изменил комплектации автомобилей с 2023 на 2024 год, что привело к очередному повышению цен на «Лады». На днях глава АвтоВАЗа сделал новое повышение цен на всю модельную линейку. Чтобы иномарки также подорожали, глава АвтоВАЗа снова выступил инициатором увеличения ставки утилизационного сбора. Министерство промышленности и торговли традиционно поддержало АвтоВАЗ в этом вопросе. Теперь посмотрим, как обстоят дела с ценами на «Лады» в соседней Беларуси, сравнив их с российскими на примере «Лады Весты». В Беларуси Веста продается в кузовах седан, универсал и кросс-универсал, однако версий кросс-седан и спортлайн там нет. Начнем с седана. Самый дешевый седан в России в комплектации комфорт стоит 1 миллион 240 тысяч рублей. В Беларуси такая же версия комфорт стоит 1 миллион 289 тысяч. Хотя это дороже, чем в России, в белорусской версии есть подушки безопасности, которых нет в российской комплектации комфорт. В России подушки безопасности есть только в комплектации комфорт 24, которая стоит 1 миллион 514 тысяч. Таким образом, белорусская версия дешевле на 224 тысячи рублей. Да, сейчас ситуация на рынке очень непростая, но все-таки есть варианты, как приобрести выгодно машину. Смотрите, к примеру, есть скидки на машины в 50, 100 и 200 тысяч рублей, и многие об этом даже не знают. А вот если вы зайдете на Автоспот, то сможете хорошенько сэкономить. Тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Пользуйтесь бесплатным ресурсом, пока есть такие хорошие предложения. Выбирайте машину и оставляйте заявку для бронирования. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Далее рассмотрим комплектацию Vesta Life. В России она стоит 1 миллион 603 тысячи, а в Беларуси 1 миллион 370 тысяч. В России эта версия дороже на 232 тысячи рублей. Комплектация Enjoy в России стоит 1 миллион 669 тысяч. В Беларуси 1 миллион 447 тысяч. В России цена выше на 222 тысячи рублей. Седан в топовой версии Техно с мотором 1.6 106 лошадиных сил в России стоит 1 миллион 811 тысяч. В Беларуси 1 миллион 577 тысяч рублей. В России эта версия дороже на 234 тысячи рублей. Версии на вариатора в Беларуси пока нет. Веста Универсал с мотором 1.6 106 лошадиных сил в России стоит в комплектации 2024 года от 1 миллиона 644 тысяч до 1 миллиона 941 тысячи. В Беларуси цены варьируются от 1 миллиона 409 тысяч до 1 миллиона 691 тысячи рублей. В России Универсал дороже на 203-250 тысяч рублей. Универсал Кросс с мотором 1.6 106 лошадиных сил и механической коробкой передач в Беларуси стоит от 1 миллиона 656 тысяч до 1 миллиона 891 тысячи рублей. В России аналогичные версии стоят от 1 миллиона 866 тысяч до 2 миллионов 53 тысяч, что на 162-210 тысяч рублей дороже. Эти данные демонстрируют жадность АвтоВАЗа по отношению к российским автомобилистам. В Беларуси Веста стоит на 162-274 тысячи дешевле, чем в России. Причем в белорусских салонах ее продают по рекомендованной розничной цене, тогда как в России дилеры навязывают дополнительные опции и завышают цены. Чтобы купить машину по рекомендованной цене во многих российских автосалонах, нужно оформлять предзаказ и ждать поставки, или зайти на Автоспот, ссылка в описании. В заключении можно сделать вывод: в Беларуси «Лады» по российским ценам никто покупать не будет. Лукашенко АвтоВАЗ предупредил об этом. В России же глава АвтоВАЗа вероятно считает, что россияне купят и по этим высоким ценам. Если бы в России была конкуренция у АвтоВАЗа, ценообразование могло бы быть иным. Но поскольку конкуренции нет, компания может регулярно поднимать цены. Вопрос лишь в том, сколько еще будет терпеть народ. Понимаю, что тема автомобили, но
все гораздо хуже. Все, что у нас производится, для нас дороже. Бензин в Казахстане на лукойловской заправке дешевле. Минтай нами выловленный в Китае дешевле. Кредиты Сбера в Европе дешевле. И так далее. Почему? Пишите в комментариях.